Здравствуйте, друзья! Я, как всегда, рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня мы поговорим о людях, родившихся 7, 16 и 25 числа любого месяца. Давайте сначала поговорим о семерке, как о числе. 7 является мироправящим, независимым числом. Оно не возникает из какого-то числа. Пифагорейцы соотносили эту семерку с судьбой, так как судьба у каждого своя и неделима. Каждый свой крест несет сам. Каждому предлагается попытаться использовать силы, данные судьбой, но по своему усмотрению. Геометрически семерка связана с семиконечной звездой магов и является звездой времени. Именно маги работают с временными потоками. Они учитывают временные циклы. В мире время цикличное. Каждый лунный день что-то означает. Луна, например, в 4 раза меньше Земли, но она очень влияет на нашу психику. Семерка же дает возможность, если выйти из петли судьбы, то на другой уровень развития. Смысл семерки в том, что она может переключить время. Семерка помогает вырваться из тисков времени, и у человека открываются новые возможности. Семерка символически соотносится с планетой Сатурн. А принцип Сатурна какой? Сжатие, концентрация. Но сжатие может привести к взрыву. Если все стремится к центру, то структура становится какой? Жесткой. Если это человек, то он погружается в себя и пытается услышать свой голос. А что значит услышать свой голос? Это интуиция. А что такое интуиция? Это внутреннее знание, с которыми человек когда-то сталкивался, может быть, в прошлых жизнях, и получил какой-то опыт. Вот что такое интуиция. Звезда семерки – это познать себя, и тебе откроется весь мир. Чтобы заглянуть внутрь себя, необходимо полное спокойствие. Отшельники уходят для этого в пустыню, чтобы услышать свой голос. Семерка – это умение время поставить себе на службу. В устоявшейся ситуации, то есть в быту, семерка пытается создавать себе условия, в которых есть возможность подумать, пофилософствовать. Она руководствуется трактатами, установками, которые должным образом соблюдает, чтобы понять этот мир, себя, понять результат своих трудов и найти правильное зерно, которое принесет плоды, познать что-то невидимое, сделать какое-то открытие, проанализировать ситуацию. Поэтому больших успехов семерка добивается на поприще науки. Семерки знают, что делать. Они не ищут успеха, ради славы. Они пытаются определить и проверить ценность всех видов деятельности на всех уровнях жизни. Когда-то я запишу видео о всех 7 планах, а сегодня только скажу о том, что 7-й план – это план божественной любви. Эта любовь недоступна человеку. Человек любит на 3-м плане. А Бог создал Вселенную с любовью. Наша задача – приблизиться к такой любви. Любовь в божественном плане – это отдавать, а земная любовь – это брать. Поэтому любовь доступна только богам. Божественная любовь – это жертва. Если человек создает что-то для других, он приближается к божественной любви. А земная любовь подчиняет человека времени, и она имеет конец, когда люди надоели друг другу. Люди хотят, чтобы любовь была вечной, но не хотят отдавать, хотят только брать. Так, я опять увлеклась, так что вернемся к семерке. Семерка ничего не принимает на веру. Всегда задается вопросом «почему?». Она копает вглубь, изучает тончайшие взаимодействия. Семерка, как все связи, учитывает и для своей работы никогда не жалеет времени. Сама способна работать до тех пор, пока все действия будут досконально проработаны, пока каждая деталь не станет на свое место, пока механизм идеально не заработает. Семерка никогда не пускает ничего на самотек.
Она сознательно все контролирует, все отслеживает. Если она не будет этого делать, то она неминуемо откатится назад. Семерки – прекрасные профессионалы своего дела, которым трудно подкопаться. Все, что сделала семерка, можно будет тщательно проверить, и оно все будет работать с гарантией и долго. Помните, раньше был знак ОТК, так это семерка. У семерки аналитический ум, который подталкивает ее к обнаружению скрытых фактов. Поэтому семерки хорошие диагносты. Они хорошо работают на кармическом плане. Семерки добиваются успеха в каком-то непознанном деле. Они хороши и в специфической узконаправленной сфере, в том числе космической, компьютерной. Семерки умеют найти точку отсчета, но не умеют дальше раскручивать. Поэтому часто бывают малообщительными. Для семерок важно найти, а не реализовать. Она немногословна, способна хранить тайны, прекрасно справляется с разведкой. Семерки хорошо понимают, что знание – это сила. У них проницательный ум. Они способны долго топтать тропинку к успеху. Если поставили цель, то сбить с пути семерку практически невозможно, а сама она никогда не сдвинется со своего пути. В отличие от шестерки, семерка очень плохо приспособлена к жизни. Ее мало интересует простое какое-то времяпрепровождение. Она не стремится к необычным мечтам и способна долго ждать своего звездного часа, достижения цели, поставленной ею самой. Семерка всегда руководствуется интуицией, остро ощущает связь со своим внутренним миром. Поэтому она верит в какое-то чудо. А чудо для нее – это постоянный неутомимый труд, который ведет к цели. За свои знания, умения семерки часто получают награды в конце жизни или даже посмертно. Они всегда готовы ждать. У семерки терпения хватит на все. Несмотря на расчетливый ум, ей не нравится рисковать. Она лучше подождет, но ва-банк не пойдет. Семерки всегда интеллектуальны, они знают точнее все других. Семерка дисциплинирована, так же как и четверка. Но в отличие от четверки, семерки очень независимы и обладают чувством собственного достоинства. Есть у них, конечно, и негативные качества, куда же без них. Это расчетливость и иногда жадность. Как Кощей, который чахнул над своим златом. Семерка иногда жадная для себя, она очень расчетливая. Для цели реализации может довести себя до какого-то изнеможения. На семерку должна быть, пятерка подходит ей, которая не даст максимально экономить. Понятие «я сам» приводит семерку к гордыне. Семерка мама, если говорить о семерке маме, она строгая, но делает все сама, а не учит детей что-то делать. Иногда, может быть, и учит, вы мне можете сейчас, наверное, возразить. В угол семерку ставить бесполезно, так как она любит свой угол, это ее рабочий стол. Семерка очень требовательна и может превосходить разумные понятия. Все лишнее она выбрасывает, она все минимизирует. Никогда не узнает, что у нее на уме. Это тихий омут. Замкнутость может быть беспредельной. Ей хорошо самой собой. Самая заядлая эгоистка – это семерка. Чаще всего она не щадит и себя. А какие же семерки в отношениях? Людям с числом рождения 7 свойственна природная доверчивость, склонность идеализировать своего избранника. Вы стремитесь к духовной близости, которая создает у вас чувство защищенности. Вам нужен чуткий, заботливый партнер, не слишком навязчивый, принимающий вашу потребность в уединении. Вы слишком горды и самодостаточны, поэтому заботиться о себе позволяют только самым близким людям. Вам необходим прагматичный партнер, способный иногда спускать вас с небес на землю. Вы предпочитаете, чтобы партнер принадлежал вам и душой, и телом. Природная доверчивость может привести к тому, что, выбирая партнера, вы совершаете непростительный промах. В подобных ситуациях вам следует надеяться исключительно на интуицию и анализ сведений о вашем избраннике.
После ночи любви со случайным знакомым вы верите его словам о том, что завтра он обязательно вам позвонит. Конечно, не исключено, что это и произойдет, но в случае обмана вы не будете находить себе места и будете переживать так, как будто произошло нечто из ряда вон выходящее. Вы очень нетерпеливы и в процессе развития отношений часто забегаете вперед. Вы ранимы и нуждаетесь в партнере, который сумеет бережно относиться к вашим чувствам. Поскольку время от времени вы нуждаетесь в уединении, ваш спутник не должен быть слишком навязчивым. При совместном проживании вам необходима отдельная комната. Возможно, вы даже предпочитаете жить в разных домах. Более того, вам нравится иметь друга, который живет в другом городе, так, чтобы вы могли встречаться лишь по выходным или заранее оговоренное время свиданий. У вас есть склонность идеализировать достоинства избранника и недооценивать его истинные намерения. Живя в мире иллюзий, вы думаете, что он готов последовать за вами на край света. Хотя это может быть далеко и не так. Может случиться, что в поисках своего идеала вы встретите подходящего человека, но не осмелитесь с ним познакомиться ближе, боясь разрушить созданный вами образ. Иными словами, для вас важнее мечта, чем непосредственное взаимодействие на любовном фронте. Вы отличаетесь чуткостью и тактом по отношению к чувствам партнера. Однако ваша ранимость может испугать избранника. Вы становитесь своего рода катализатором его собственных страхов и комплексов. Вас могут привлекать люди, с которыми удается установить духовный контакт. Этот аспект взаимопонимания для вас очень важен, так как духовная близость создает у вас ощущение защищенности. В большинстве случаев вам нравится, когда вас защищают и заботятся о вас, как о малом ребенке. А люди с числом рождения 16 большую часть своего времени уделяют семье и родственникам. В личных отношениях вас устраивает позиция стороннего наблюдателя, когда легче посмотреть на возможное развитие событий, чем воплотить их в реальность. Несомненно, такое поведение безопасно, но даже самые конструктивные и радужные мечты не означают практической реализации. Например, ваш партнер постоянно находится в отъезде, и вы воображаете себе отношения, которые в действительности не существуют. В не меньшей мере вы способны идеализировать истинные намерения своего избранника. Например, получив приглашение поужинать вдвоем, вы можете подумать, что партнер имеет намерение на вас жениться. Иными словами, вы часто выдаете желаемое за действительное, и вам необходим человек, способный ясно и недвусмысленно излагать свои истинные намерения. Вы ласковое существо, скажем так, любите поцелуи, объятия и другие проявления нежности. Вероятно, вам нравятся прочные отношения с любимым человеком на долговременной основе, необходимой для обретения ощущения целостности и полноты отношений. Достижение этой цели невозможно без любви со стороны партнера. Вам требуется время, чтобы узнать своего партнера лучше. И на первых порах вы стараетесь соблюдать дистанцию. Как правило, на начальном этапе отношений вы общаетесь на людях, в театре, на вечеринках, и так далее. Даже в том случае, когда есть уверенность в правильности выбора, вы стараетесь просто не торопить события. Очень часто у вас возникают претензии на оригинальность и собственную какую-то неповторимость. Так вы стремитесь выработать свой индивидуальный стиль, особенно в манере одеваться. Ваши эстетические привязанности распространяются и на партнера. Вам по душе люди, обладающие утонченным вкусом. В случае, если ваш партнер отличается привлекательной внешностью и пользуется популярностью у лиц противоположного пола, впрочем, половая ориентация здесь абсолютно не имеет никакого значения, вы становитесь ревнивы. С датой рождения 16 вы более общительны, чем скрытые семерки, как они есть. Но также любите доходить и до всего самостоятельно.
Вы интуитивные, проницательные, амбициозные, а поскольку есть единица и шестерка, то вы независимы и ориентированы на семью. Вы можете быть одаренным писателем, но нужно противостоять колебаниям настроения, которым часто подвержены творческие люди, и учиться держать в равновесии двойственный союз самонадеянности и сомнений. Прямота – вот ваш девиз по жизни. Но тем не менее, не забывайте, что 16 – это кармическое число. Перейдите по ссылке вверху экрана, и вы узнаете, что это такое и как с этим жить. А мы поговорим о людях с числом рождения 25. Вы способны к глубокому чувству, однако нелегко разделяете свои чувства с другими и не стремитесь к широкому общению. Вам приходится упорно трудиться над тем, чтобы развивать и поддерживать близкие отношения с другими людьми. Вы очень чувствительны и эмоциональны, любите делиться своими переживаниями с другими. У вас светлый и логический ум, и это облегчает вам общение. В начале жизни вашему развитию мешает большая эмоциональность, но с годами проявляется сдержанность и чувство меры. Ключ к вашему эмоциональному счастью – доверие. Вам нужно научиться делиться своими чувствами и знаниями о жизни. Выбирая себе спутника жизни, вы руководствуетесь разумом, а не эмоциями. Поскольку вы человек светский, то и партнера ищете, обладающего хорошими манерами и соблюдающего приличия. Вам нравится уединение. В этом случае ваш избранник должен разделять любовь к замкнутой, уединенной жизни, вдали от мирской суеты. Вместе с тем вы человек свободолюбивый и предпочитаете жить, жизнь предпочитаете, вернее, полную приключений. Возможно, вам нужен партнер, умеющий веселиться и обладающий авантюристической жилкой. Вполне вероятно, что с таким человеком вы будете совершать безрассудные поступки. Вы любите туризм и вместе с партнером станете парой, путешествующей по самым экзотическим местам земного шара. Вам не всегда удается усидеть на месте, поэтому совсем непросто наладить прочные и долговременные отношения с одним партнером. Как правило, требуется немало времени, чтобы вы привыкли к своему избраннику и стали ему доверять. Возможно, такая нерешительность вызвана негативным каким-то прошлым опытом, но когда вы были слишком легковерны и доверчивы. Однако ваше поведение бывает непредсказуемым. Ваш выбор может быть спонтанным и моментальным. Например, после нескольких встреч вы прерываете отношения без видимых причин. При любом варианте развития событий вы набираете жизненного опыта. В то же время вы можете быть нежным и любящим. В этом случае вы предпочитаете безмятежную жизнь в обществе заботливого и спокойного человека. Возможно, вы стремитесь найти родственную душу и обладаете способностью распознать ее уже при первой встрече. Проявляя живой интерес к духовному творчеству, вы рассчитываете найти понимание у своего избранника, с которым вам предстоит совершать путешествие длиной в жизнь. При этом между вами может возникнуть телепатическая связь. Например, находясь на расстоянии от партнера, вы точно знаете его намерения. Порой вы мечтательны и живете в мире собственной фантазии. Так вы предпочитаете экстрасенсорное общение реальным проявлением вашей связи. Иногда вы просто моделируете сценарий развития ваших отношений вместо того, чтобы осуществлять их на земном уровне. Если вы родились 25 числа, то найдете не один способ выразить себя. И хотя вы стремитесь к совершенству, ваше нетерпение может помешать понять суть вещей. Вы обладаете сильным умом, который помогает вам анализировать факты и делать выводы. А также вы очень восприимчивы и хорошо умеете работать с людьми. Друзья, мы поговорили о людях, рожденных 7, 16 и 25 числа любого месяца. Вместе вы все входите в группу, числовую группу 7. Я очень надеюсь, что видео это было полезным. А так это или нет, не знаю. Напишите под видео. Поставьте лайки, оценив тем самым мою работу.
Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик и делитесь видео с друзьями. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Да, чуть не забыла. У меня к вам огромная просьба. Задавая вопрос, не поленитесь полистать предыдущие комментарии, а особенно ответы на вопросы. Очень много повторяющихся вопросов, на которые я давала и неоднократно давала ответы. Цените, пожалуйста, и мое время, и свое, ведь его не вернуть. А в следующем видео мы поговорим о людях, рожденных 8, 17 и 26 числа любого месяца. Ждите нового эфира. Время пролетит очень быстро. А сегодня я прощаюсь с вами до следующей встречи. Всего вам доброго и будьте здоровы. И простите, пожалуйста, за мои теперешние видео. Я немножко приболела, но никак не могу выкарабкаться. Поэтому будьте здоровы и берегите себя и своих близких.